Привет, друзья! Меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня хочу с вами еще поговорить о цветной мозаике и рассказать вам о своих продвижениях в этом проекте. Мы с вами вместе повяжем, вы поймете, какие там есть нюансы, и я надеюсь, что мы хорошо с вами проведем это время. Поехали! В предыдущих своих видео я вам уже показывала и рассказывала о своих экспериментах с цветной мозаикой. Что я имею в виду? Вы мне скажете, ну как же, мозаика всегда цветная, за это мы ее и любим, потому что мы можем сделать многоцветное полотно, при этом не путаясь в клубках. В этом отличие мозаики от жаккарда, что здесь нет никаких протяжек внутри полотна, в каждом ряду всего лишь один цвет, и благодаря особенностям вязания мы получаем рельефное многоцветное полотно без особых сложностей и без слез. Но некоторые узоры, и, как правило, это геометрические узоры, иногда требуют, не то чтобы требуют, но просят, чтобы мы их дополнительно раскрасили, чтобы мы расставили акценты дополнительными цветами. Мы с вами знаем, как этого добиться, и не вводя дополнительный цвет, мы просто берем с вами градиентно окрашенную пряжу или секционно окрашенную пряжу, и там море удовольствия. Она может быть с плавными переходами цвета, может быть с резкими переходами цвета, может быть растянута градиентно от одного оттенка к другому, а может резко переходить в другой цвет. Мы с вами много-много экспериментировали на эту тему. Если вам интересно, вы можете посмотреть предыдущие видео. У меня есть отдельный плейлист про пряжу. Там я подробно объясняла и рассказывала, что у меня получалось из той или иной секционно окрашенной пряжи или градиентной. Но что если мы все-таки хотим ввести еще один цвет? И это можно, конечно, сделать, скрестив технику жаккарда с техникой мозаика. Что это значит? В одном из предыдущих видео я вам показывала вот такой, например, фрагмент. Это мозаика из центра, и здесь мы видим три цвета. Основной рыжий, и к нему примешан молочный и темно-коричневый. Как это вяжется? В тех рядах, где у нас на схеме встречаются вместе и коричневый и рыжий цвет в данном случае, мы работаем двумя этими нитями одновременно. Одна нить, как в жаккарде, протягивается внутри полотна, если в данном конкретном столбике не используется. В тех рядах, где у нас молочный цвет на схеме, мы вяжем, как обычно, одной нитью, то есть одним молочным цветом. Как вы помните, я вам говорила, что опасаюсь, если я буду скрещивать жаккард и мозаику, что у меня будет скакать плотность полотна, что логично, потому что получится, что у меня в одном ряду одна нить, в другом ряду две нити. Но вот в этом образце я попробовала абсолютную протяжку, ну то есть протягивала на всем протяжении нить в том ряду, где, в тех столбиках, где она не использовалась. И получилось действительно, что в одних рядах у меня двойная нить, а в других одинарная, но это не сказалось никак на плотности, то есть у меня квадратный мотив, здесь нет никакой блокировки, он ровный, обыкновенный, нормальный, все с ним хорошо. На изнанке это выглядит вот так. А на другом образце я пробовала обрывать нить. То есть когда у меня две нити в ряду, я несколько столбиков вязала одной нитью, потом обрывала эту нить, вводила другую, тут же прятала кончики, дальше провязывала этой нитью столько столбиков, сколько мне нужно, и потом возвращалась опять к первой. В принципе, и там на плотности это не сказалось, но сказалось на скорости вязания, то есть вязать было медленнее. Когда просто мы протягиваем нить, как в жаккарде, вязать быстрее. Этот элемент у меня из центра. Дальше я попробовала на ромбах. Как я вам говорила, геометрические узоры часто просят вот этого дополнительного цветного акцента. И здесь даже на небольшом образце, конечно, видно, как заиграли эти ромбы классические. Сразу забегая вперед, скажу, что все схемы, которые я показываю, будут у меня под видео в описании. Они, как правило, из подборки моих схем, топ-10 схем для вязания по кругу и из центра. Вы это увидите в описании к этому видео. Так вот, в ромбах, конечно, просится ввести дополнительный цвет. И здесь у меня основной цвет молочный и дополнительные цвета коричневый и такой вот горчичный. Дальше, конечно же, я взяла свои любимые зигзаги, но другого формата, вот такого. Посмотрите сюда. Здесь вообще это очень классный узор, который, конечно, будет отлично смотреться и в больших полотнах тоже. Здесь ничего не будет рябить, просто за счет того, что вот этот дополнительный цвет, он подчеркивает эти зигзаги и их выделяет в полотне. Посмотрите, как круто это смотрится. И вот так вот выглядит изнанка. Повторю, это смешение техник мозаики и жаккарда. Схему к этому элементу вы
также найдете в описании к этому видео. Здесь есть вариация этого узора. Я связала еще один образец, но, может быть, так вам не видна эта разница, но в схемах вы увидите тут разница именно в завершенности вот этих вот элементов. Они будут полностью симметричны во втором варианте схемы, вы это увидите. И еще один образец с ромбами. Вот мы с вами смотрели ромбы классические, а здесь я взяла ромбы вафельные, то есть у них вот эта вот ярко выраженная вафельная окантовка. И в серединке использован дополнительный третий цвет. То есть в тех рядах, где у меня и коричневый, и рыжий, я воспользовалась техникой жаккарда и протягиваю нить внутри. Там, где у меня молочный цвет, там просто молочный цвет один в ряду. Вот так выглядит изнанка. Полотно прямое, ничего не скачет, все хорошо. Что касается сложности самого вязания, в одном из предыдущих видео мы с вами вязали вместе. Сегодня еще с вами провяжу как раз вот ряд здесь из двух нитей, который состоит. Конечно, это не так легко, как мы просто привыкли с вами вязать одной нитью в ряду, потому что когда вы протягиваете вторую, все равно это чуть замедляет процесс. Но это дело привычки. Я тут еще вяжу на тонких нитках, поэтому это дополнительный для меня стресс. Но в целом это дело привычки, к этому быстро привыкаешь, но особенно когда появляется вот это полотно многоцветное, конечно, понятно, зачем мы все это делаем и зачем нам вообще смешивать эти две техники, вот именно для того, чтобы получить такие интересные цветные акценты. Как обычно, еще раз скажу, что в описании вы найдете все схемы, а сейчас я переключу тогда камеру на руки, и мы с вами вместе провяжем ряд, вот где я вяжу двойной нитью, чтобы вы еще раз посмотрели, как это все происходит. Итак, у меня сейчас как раз провязан тот ряд, который вяжется одним цветом, и я перехожу на ряд, в котором будет две нити. Готовлю сразу одну нить коричневого цвета, нить рыжего цвета я просто здесь прикладываю к полотну. Я сразу начну ее обвязывать, пока мне не понадобится связать ею столбик нужного цвета. Правила вязания все те же. Вот как мы обычно вяжем мозаику, так мы и вяжем. Вот у меня тут две кромочных. Так, дальше я вяжу все еще коричневым цветом. Столбик без накида. Вот здесь у меня должен быть столбик с накидом по схеме. Чтобы здесь нить контрастного цвета не просвечивалась, держу ее вот здесь сзади. Дальше опять коричневый. И следующий столбик у меня уже должен быть рыжим. Поэтому я протягиваю, заканчиваю столбик уже рыжим цветом. Следующий у меня столбик с накидом. 3 столбика без накида. И еще один с накидом. И завершаю я его уже коричневой нитью. Рыжую снова прикладываю к полотну, вяжу дальше коричневым цветом. У меня тут 2 столбика, потом столбик с накидом. Немножко здесь подтянем. Снова столбик с накидом. 2 столбика. Последний не заканчиваю, чтобы завершить его уже рыжим цветом. И продолжаем таким образом вязать снова рыжим цветом. Коричневый я обвязываю. Вот так это получается. Я сейчас вяжу уже без схемы по аналогии. Просто я вижу, как здесь были провязаны эти столбики. Здесь у меня внутри этого рыжего ромба коричневого цвета не будет, поэтому я в следующих рядах просто вот здесь продолжу уже оранжевым цветом. Белый цвет у меня внутри здесь закроется в следующем ряду. Не сложно, просто попробуйте, потренируйтесь. Натяжение нити. Изнанка получается аккуратная. Вот такая. Ну что ж, надеюсь, я вас увлекла этой темой, и вы, если еще не пробовали многоцветную мозаику, попробуйте ее. Рекомендую пробовать, конечно, если у вас есть опыт в классической мозаике, если вы уже набили руку для вязания обычных узоров, тогда смело берите еще один цвет и пробуйте вязать вот такие вот трехцветные узоры.
схемы, повторю, в описании к этому видео. Буду рада вас видеть в комментариях. Пишите, кажется ли вам это сложным, какие еще узоры вам, кажется, подойдут для тренировки такого рода мозаичного вязания вместе с жаккардом. Расскажите, что вы сейчас вяжете, будет мне очень интересно, я все ваши комментарии читаю. Если вам понравилось это видео и оно вам было полезно, поставьте лайк, так еще больше рукодельниц узнает о этой технике и присоединятся к нам в чат в Телеграм. Кстати, в Телеграм есть чат, который посвящен мозаичному вязанию крючком. Приходите туда, мы там обмениваемся опытом, показываем свои работы. Там можно задавать любые вопросы по поводу этой техники. Будем вам очень рады. На экране вы видите QR-код, по которому можно перейти в этот чат. Желаю вам приятного вязания, будьте здоровы. Пока-пока.